Всем привет! Миллионы фанатов, а также простых пользователей ждут презентацию смартфона от компании Realme, а именно GT 2 Pro. Это первый полноценный флагманский смартфон данной компании. В продажу он поступит в начале следующего года. Напоминаю, название Realme GT 2 Pro было впервые замечено на веб-сайте Realme, а затем в базе данных IMEI, которая подтвердила модельный номер устройства RMX3301. Речь идет о каком-то варианте смартфона. А теперь смартфон появился в бенчмарке Antutu под кодовым именем RMX3320. Никому не секрет, что смартфон будет использовать самый передовой чипсет от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 898. У вас сразу возникает вопрос, что по мощности? И вот оказалось, что новинку уже протестировали в популярном бенчмарке Antutu, и мы получили сумасшедшие результаты. Гаджет стал первым смартфоном, набравшим в бенчмарке Antutu более 1 миллиона баллов. И это неудивительно, ведь он получил отличные технические характеристики. Итак, основные фишки смартфона это, как я и говорил ранее, мощный процессор Snapdragon 898, основная камера на 50 мегапикселей, отличный супер AMOLED дисплей на 6,51 дюйма, аккумуляторная батарея на 5000 мАч, ну и конечно же цена всего $629. А теперь поподробнее, с вами канал Техноум, поехали! Наверное, все уже знают, что именно BBK принадлежит бренд Realme, который готовит флагманскую модель Realme GT 2 Pro. Не так давно в сети появилась информация, что Realme GT 2 Pro будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, и все сразу нагреваться будет и так далее, но теперь его заменят на более современную версию. По предварительным данным, смартфон получит топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 898, которая дебютирует уже совсем скоро. Также она будет производиться с использованием 4-нанометрового техпроцесса компании Samsung. Конечно же, она трехкластерная. Супер ядро Cortex X2 работает на частоте 3,0 ГГц. 3 средних ядра Cortex A710 работают на частоте 2,5. А вот 4 малых ядра Cortex A510 работают на частоте 1,79 ГГц. В Snapdragon 898 используется графическое ядро Adreno 730. В однопоточном режиме система Snapdragon 898 набрала около 1200 баллов, а при использовании всех ядер результат составил 3900 баллов в Geekbench 5. Но самое главное, на что обращает внимание каждый пользователь, это, конечно же, цена. По предварительным данным она составит всего $629. Учитывая это, конкурентов вообще немного. Давайте их посмотрим. И так как всегда я захожу на e-каталог и воспользуюсь подбором по параметрам, благо он тут очень и очень хороший. $629 это плюс-минус 47 тысяч рублей. В минимальной конфигурации смартфон получил 8 гигабайт оперативной памяти, 128 гигабайт своей флеш-памяти, 16 моделей. Это Samsung Galaxy S21, OnePlus 9, Samsung Galaxy S10 Plus, S10, OnePlus 9 Pro, Google Pixel 5, Xiaomi 11T Pro, Asus Zenfone 8. Но вы не забывайте, что Realme GT 2 Pro получил топовый процессор на данный момент, то есть конкурентов вообще нет. Но для себя я отметил бы смартфон OnePlus 9 Pro. Тем более вы можете найти того продавца, который вам предоставляет максимум скидки. Если вам понравился данный смартфон, обязательно прочитайте отзывы, чтобы для себя отметить что-то и решить, стоит ли вообще рассматривать данный смартфон к покупке. А если у вас остались вопросы, задавайте их в обсуждении. Вам обязательно кто-то ответит. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео. Напоминаю, есть такой очень известный китайский инсайдер под ником Digital Chat.
Так вот, он утверждает, что устройство Realme с номером RMX3320 набрало 1 025 215 баллов в Antutu, став первой моделью в истории площадки, преодолевшей миллионную отметку. Стоит отметить, что инсайдер практически всегда говорит точные данные. Напоминаю, он первым точно сообщил характеристики и даты выхода таких смартфонов, как Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11. На данный момент пальму первенства в Antutu держал смартфон от компании Nubia, а именно Red Magic 6, который набрал 858 734 балла. Это означает, что модель на Snapdragon 898 примерно на 20% производительнее последнего флагмана Nubia. По слухам, устройство получит отличный экран на 6,51 дюйма, выполненный по технологии AMOLED с разрешением Full HD+, и частотой обновления экраном 120 Гц. Напоминаю, особенностью AMOLED дисплеев является то, что каждый пиксель является самостоятельным источником света. Система управляет каждым таким элементом независимо от остальных. Во время отображения черного цвета соответствующий пиксель не светится, а когда показываются смешанные оттенки, он выдает повышенную яркость. Главная камера с сенсором на 50 мегапикселей поддерживает оптическую стабилизацию изображения. Фронтальная камера имеет сенсор на 32 мегапикселя. На мой взгляд, датчики достаточно неплохие, даже в 2021 году. Емкость аккумуляторной батареи составит целых 5000 мАч. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью 125 Вт. Согласно данным Realme, она совместима со всеми основными технологиями быстрой зарядки и способна зарядить смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мАч за 3 минуты на 33%, что достаточно неплохой результат. Да, это не рекорд, но все же. Технология также подразумевает наличие 14 датчиков температуры в конструкции батареи и достаточно эффективную систему охлаждения в самом смартфоне. Realme заверяет, что средняя температура в процессе зарядки не будет превышать 40 градусов. Также ожидается, что новинка получит оперативную память LPDDR5X и постоянную UFS 3.1. Из коробки смартфон будет работать на операционной системе Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0. При создании оболочки акцент сделали на логично организованном дизайне и визуальной плавности, а также энергоэффективности. Компания особо подчеркнула, что движок анимации теперь на 12% меньше требует энергии, на 30% меньше потребляет памяти и быстродействие увеличилось на 13%. В числе новшеств отмечается запуск приложений с применением интеллектуальных алгоритмов планирования ресурсов, переработанные иконки усовершенствовали всплывающие окна, и функция Always On Display получила ряд инструментов по кастомизации. Продажи начнутся с начала 2022 года, а цена, как я говорил ранее, составит $629. Ну что же, ребята, вот такой смартфон получится. 1 миллион баллов в Antutu. На мой взгляд, лет так 5 назад я вообще думал, что, не знаю, смартфон, который получил 500 тысяч баллов, он может тянуть все производительные игры на ультра настройках. А сейчас, как вы видите, 800 тысяч в Antutu, миллион и так далее, что является, ну, просто восхитительным результатом. Ждем презентацию Realme GT2 Pro. Действительно, он получится топовым смартфоном, а стоимость его вообще удивляет. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.